определенных функций или методов, найти описание того, как используются определенные функции или методы. Для начала объявим здесь список 1, 2, 3. Первое, что хотел напомнить, это то, что когда вы начинаете набирать какую-либо переменную, вы можете начать ее набирать, а затем воспользоваться клавишей Tab. В данном случае нажал Tab, и Jupyter Notebook автоматически завершил набор этой переменной, имени этой переменной. Он сделал автокомплит. Далее, когда мы набираем точку, чтобы посмотреть список методов, которые доступны, мы также можем воспользоваться клавишей Tab, и в результате мы видим, какие методы можно вызвать на нашей переменной, на нашем объекте определенного типа. В данном случае это у нас лист. Вообще в программировании существует 3 различных понятия, касающиеся функций: процедура, собственно, сама функция и метод. И в определенном контексте между ними всеми действительно есть определенная разница, хотя во многих случаях программисты используют эти понятия взаимозаменяемо, не подразумевая никакой разницы между ними. В принципе, если вы начинающий программист, то для вас разницы действительно никакой не должно быть. Вам нет смысла углубляться в теоретические рассуждения все эти. То есть, в общем, когда я говорю функция или метод, я подразумеваю одно и то же. Следующее, что я хотел показать, это то, как пользоваться методами. Мы вызвали, собственно, append. Чтобы посмотреть, как он устроен, мы можем воспользоваться сочетанием клавиш Shift-Tab. И мы увидим документацию по сигнатуре этого метода. Подсказку увидим, описание. Можем вывести вот так. Вообще отдельную страничку. Короче говоря, сюда нам надо передать объект. Питоновский объект. Допустим, 4. Кроме Shift-Tab можно воспользоваться встроенной функцией help. И передать ей, например, numbers append. И мы увидим описание этой функции, что она делает, что в нее надо передать и так далее. Так что с помощью функции help вы можете получить быструю помощь относительно любой функции, любого свойства и так далее. Но также я категорически рекомендую пользоваться документацией Python на docs.python.org. Здесь вы можете найти library reference и посмотреть здесь на встроенные функции, на функции определенных типов и так далее. Зачастую вы сможете найти здесь достаточно развернутые ответы по функциям. Хотя надо сказать, что иногда гуглинг не просто бывает полезным, бывает гораздо более полезным, чем чтение документации, где вы можете найти очень подробное объяснение каких-то вещей. То есть в интернете вы можете найти массу очень полезных, толковых, детальных статей, которые детально разбирают какие-то определенные функции и так далее. Ну что ж, давайте со следующей лекции начнем разбираться более подробно с функциями, с тем, как их определять, что с ними можно делать. Ну а по help этого достаточно. Обход блокировок, приватность, SEO-оптимизация. Работа с мультиаккаунтами для маркетинговых задач. Это главные причины, для чего нужен индивидуальный прокси-сервер. А купить его можно у Proxy Line. Сразу после оплаты вы получаете данные от личного прокси-сервера, который можно легко настроить в браузере или телефоне. Прокси-сервер будет принадлежать только вам. Очень много стран. Больше 100. Есть возможность выбирать конкретные города и подсети вручную. Proxy Line осуществляет строгий контроль геолокации IP, адресов и регулярно проверяет их на наличие спам-базах. Это гарантирует чистые качественные IP с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить много прокси-серверов и управлять ими внутри удобного и многофункционального личного кабинета. У Proxy Line появились индивидуальные протоколы на сервере MT Proto. Стабильное решение для доступа к Telegram в условиях ограничений в России. Несмотря на массовые блокировки, в Proxy Line можно купить работающий сервер из России. Для этого теперь есть специальная функция на странице оплаты.
Достаточно просто поставить галочку в строке про региональные ограничения. Сервис уже работает 7 лет. А служба поддержки доступна 24/7. При покупке есть гарантия возврата. Если вас что-то не устроит, вы можете IP, адрес в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. По промокоду ITANLOCKET можно получить скидку 10%. А если вы будете покупать в России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Плюс можно оформить покупку через Telegram-бота. Переходим по ссылкам в описании. Покупаем прокси-серверы напрямую у производителя и повышаем свою продуктивность и безопасность в сети. Не абсолютно все встроенные функции, но однако многие из них. Некоторые вы уже видели, но мы их повторим, чтобы данная лекция была более полная, кто-то сможет к ней вернуться и, собственно, в одной лекции посмотреть почти про все встроенные функции, наиболее такие распространенные. Начнем с простых математических функций. И одна из таких функций – это функция abs, то есть взятие числа по модулю. Напомню из математики, что взятие числа по модулю, по сути дела, устраняет его знак. То есть число, взятое по модулю, оно всегда положительное. Если оно было отрицательным, оно станет положительным. Если оно было положительное, оно останется положительным. Соответственно, abs от минус единицы даст единицу. Ну и, разумеется, abs от единицы точно так же даст единицу. А другая математическая функция, я бы даже сказал, пара математических функций, которые друг друга дополняют чисто логически, это функции max и min для поиска максимального числа и, соответственно, минимального. Так вот, max принимает какое угодно число аргументов, например, 1, 2, 3, 4, 5. Могу передать эти числа и выяснить, какое из них наибольшее. Наибольшее 5. Ну и таким же образом могу воспользоваться функцией min. И, кстати говоря, могу передавать не только числа, но и список. И результат будет тот же самый. Max я могу также вызвать со списком чисел. Не просто числа перечисленные, а именно передача списка. И результат будет тот же самый. Max и min умеет принимать эти аргументы и в таком виде. Другая математическая функция, которая очень часто используется, это возведение в степень. Конечно, когда вы возводите в степень 2, вы просто можете перемножить, использовать знак умножить, знак звездочка и перемножить число само на себя. Однако, если степень достаточно большая, то проще вместо того, чтобы писать умножить на умножить на умножить на умножить, да, естественно, воспользоваться функцией POW, возведение в степень. То есть, даже в 8, например, да? 2 в 8, 256. Другая функция, которую мы уже видели, это функция round, которая позволяет округлять числа. Например, 3,37. Если мы хотим округлить до первого знака, то вторым аргументом передаем количество этих самых знаков. И если это единичка, то мы получим 3,4. То есть это количество знаков после плавающей точки. Если мы хотим просуммировать некоторое количество чисел, то можем воспользоваться функцией sum. А вот функция sum, насколько я помню, не работает таким образом, чтобы в нее можно было просто передавать числа. Да, возникает type error. Функция sum хочет от нас списка. Соответственно, ей числа надо передавать в виде списка. И тогда все будет работать нормально. Сумма единички, двойки, тройки, четверки и пятерки дает 15. Можете проверить, и это действительно так. Другая тройка функций, которая используется пореже, но все равно они могут быть достаточно полезными, это функции hex, oct и bin для преобразования десятичных чисел в соответствующую репрезентацию в определенной системе исчисления. Соответственно, функция hex преобразует десятичное число в 16-ричный формат, то есть, например, h равно hex, например, 42. Соответственно, oct преобразует в 8-ричную систему, а bin преобразует в бинарную систему, то есть двоичную. И распечатаем результаты. H, O, B. В выводе можете видеть, что 16-ричные числа, они пишутся с префиксом 0x, а затем, собственно, число в 16-ричном формате. В данном случае 42 был преобразован в 2а. А в 8-ричном формате,
гораздо более редко используемый формат. На самом деле, чаще всего bin и hex, то есть oct используется все-таки редко. Я на практике не припоминаю, когда oct использовал, но, возможно, такое было. Так вот, в восьмеричной системе число предваряется префиксом 0o, а в бинарной 0b. Ну, а затем, собственно, число. Вот таким вот образом работают эти функции. Что ж, мы посмотрели на математические функции. Хотелось бы посмотреть на кое-какие функции, которые используются с итерируемыми объектами. И первой такой функцией является функция all, которая возвращает значение типа boolean, которое становится true, если все выражения или элементы, переданные этой функцией, вычисляются в true. Ну, давайте посмотрим на пример, чтобы стало более понятно. Сначала без выражений, просто используя boolean литералы. All true 1 равно all, и передаем этой функции список из всех true. Прям список булеанов. И создадим еще один список, all true 2 равно all, и передадим ему true, false, true, то есть один элемент false. Теперь, если мы распечатаем результаты, all true 1, да, all true 2, я сказал, создадим список, не список, а переменную типа boolean, то есть all возвращает boolean. Извините, тут я ошибся, оговорился. All true 2, если мы выведем, то в первом получим случае true, во втором случае получим false. Почему? Потому что all возвращает true только если абсолютно все элементы, переданные в функцию, вычисляются в true. Если хотя бы один false, то результатом будет false. Когда это может быть полезно? Ну, например, давайте представим, что у нас есть список игроков из тюплов. Карлсон, 2842, рейтинг. Так, кто там у нас еще есть? Каруана, 2822. Еще есть Мамедьяров, 2801. Еще есть Динг, 2797. Ну и, например, есть еще Гири с рейтингом 2780. Окей. Да, тут я рановато закрыл список. Теперь предположим, что мы хотим проверить, все ли игроки в этом списке имеют рейтинг больше 2700. И в результате мы хотим получить boolean, который нам говорит, действительно ли это так или нет. Вот для этого самого мы можем использовать функцию all, чтобы убедиться, что действительно все элементы соответствуют нашему кондишену, нашему условию. Для этого мы можем написать all и в all передать выражение. Рейтинг больше 2700 for. Имя нам здесь не нужно, поэтому для него я ставлю знак подчеркивания, поскольку оно нерелевантно. Вторая переменная у нас здесь будет рейтинг. Это называется tuple unpacking, не забывайте. То есть подчеркиванием будет представлено имя, а вот нормальным именем, потому что оно для нас сейчас здесь важно, будет представлен рейтинг. Рейтинг in players. И действительно, все игроки в списке players имеют рейтинг больше 2700, и all вернул нам true. Ну, я думаю, вы понимаете, естественно, что мы можем присвоить результат выполнения этой функции какой-то переменной. Здесь я просто исполняю этот кусочек скрипта и просто получаю в качестве вывода true. Ну и, соответственно, если мы, например, проверим, что они все больше 2800, а это не так, то получим false. То же самое можно было бы сделать, выполнив вот такую команду. Обернуть вот это вот выражение в квадратные скобки и получить здесь лист, да, список этих самых boolean значений. То есть вот это же выражение, оно вычисляется в список булеанов,
И, соответственно, all вернет true, если абсолютно все значения в этом списке будут содержать true. Так вот, действительно, и это будет работать. Но вот у такого вызова есть преимущество. Работает оно быстрее за счет так называемого short-circuiting. Что это означает? Означает это то, что в случае вот такого синтаксиса all будет работать таким образом, что при вычислении этого выражения, как только впервые встретится false, этот цикл прекратится. То есть цикл for, он не дойдет до конца. Как только встретится первый false, all сразу вернется и вернет false. Поскольку нет смысла дальше проверять, выражение уже будет false. Если первый элемент дал false, то в чем смысл дальше бежать, да, проверять? Все равно будет false, возврат из функции all. И действительно это так, и это логичное поведение. И в данном случае так все и будет работать. Как только первый false встретился на пути, all сразу вернется. А вот это выражение, оно будет работать не таким образом. Сначала будет исполнено вот это выражение. То есть сначала будет вычислен список полностью. Полностью пройдет for по всем плеерам и вычислит все булианы. И затем они только попадут в all. А здесь это работает несколько по-иному. То есть быстрее. Но нет смысла копать, почему это именно так. Это уже, как говорится, in-depth информация по Python. И для этого можно делать отдельный курс, ну, либо дополнительные главы. Короче говоря, имейте в виду эту разницу. Другой функцией, используемой на итерируемых объектах, является функция any. В чем разница между any и all? Для функции any важно, чтобы хотя бы один элемент, который передается в функцию, был эвалюирован в true. Если хотя бы один элемент, передаваемый функцией any, возвращает true, то функция any вернет true. А вот если все false, то только в таком случае any вернет false. Ну, например, any true 1 равно any false false true. И вот здесь вы можете видеть, собственно, на примере то, как работает функция any. В первом случае она возвращает true, потому что там хотя бы один true есть. А вот во втором случае возвращает false, поскольку абсолютно все элементы false. Ну и можем переиспользовать предыдущий пример с игроками. Я вот возьму players, реинициализирую здесь, чтобы просто было пониже это выражение, поближе к использованию any. Если мы хотим проверить, например, что хотя бы у одного игрока имеется рейтинг ниже 2790, то можем написать такое же выражение, как и здесь, вот, да, используя вместо функции all функцию any. Рейтинг меньше 2790. И действительно такой игрок имеется, и это лишь гири. Только один игрок в этом списке имеет рейтинг ниже 2790. Поэтому any возвращает true. А вот если мы спросим, есть ли такой игрок ниже 700, хоть один, any, то выяснится, что нет, поскольку абсолютно все вернет false. Другой интересной функцией является функция zip, которая позволяет склеить два итерируемых объекта. Ну, например, у нас есть объект letters, a, b, c, d и numbers. Кстати говоря, это будет tuple 10, 20, 30. Кстати говоря, в первом случае 4 элемента у нас A, B, C и D, по сути. А во втором случае только 3, 10, 20, 30. Так вот, если мы применим функцию zip к этим двум итерируемым объектам, в функцию zip мы передаем их, letters и numbers. Zip создает специальный, на самом деле, итератор с так называемым lazy evaluation. То есть, вот, например, мы запустили функцию zip. В zip нет результата, пока мы не спросили об этом результате.
Как мы можем запросить результат? Ну, для начала давайте посмотрим, что там за тип такой. Type zipped. Ну, выведем, чтобы вы видели, что там на данный момент. И для того, чтобы вывести реальные внутренности, для того, чтобы вычислить функцию zip и посмотреть на результаты ее работы, мы можем превратить этот самый специальный тип, который получился в результате функции zip, в лист, вызвав, собственно, конструктор листа, передав ему этот самый итерируемый объект zipped. Новый итерируемый объект, который будет вычислен только вот на этом этапе, когда мы вызовем лист, преобразуя в лист. Давайте посмотрим на вывод. Ну, во-первых, тип у объекта zipped, тип zip. И когда мы выводим данные, передавая функции print этот самый zipped, то видим, что это некий объект, который находится по определенному адресу. То есть, по факту, на данном этапе zip еще не склеил переданные ему списки. Ну, да, по сути, список и tuple, да? Не склеил он эти два итерируемых объекта, а склеил он их только после того, как мы вызвали функцию list. Это называется ленивое вычисление. То есть, по факту вызова функции zip вычисление само не происходит, а происходит только когда по этому объекту zipped либо мы пройдемся циклом явно, либо мы вызовем функцию list, например, для преобразования. В принципе, такая стратегия, она полезна. Почему? Потому что на самом деле нам не всегда нужно получить полный результат. То есть иногда мы, например, можем проитерировать по результату склейки только, например, 2 или 3 раза. Нам не нужно вычислять полностью результат склеивания. Вот в этом плане ленивое вычисление выгодно, потому что работает, потому что меньше ресурсов тратится. Может потратиться меньше ресурсов по сравнению с так называемым greedy вычислением, то есть жадным. Вот по сути дела такое вычисление, оно жадное. Мы жадно сказали, все, нам нужно склеить до конца. И здесь склейка произойдет действительно до конца. И обратите внимание, что zip, он работает таким образом, что склеены будут A10, B20, C30, то есть D будет проигнорирован. То есть излишние элементы, они будут отсечены. Вот. Обратите на это внимание. Ну, как правило, на самом деле склеиваются списки с одинаковым количеством элементов, но обратите внимание, что ошибки в таком случае не будет. Лишние элементы будут просто отсечены. Zip полезно использовать при формировании словаря, который представлен типом dict. То есть, например, если мы имеем список имен, ну, в данном случае фамилий, там Карлсон, Каруана, Мамедьяров, Динг и Гири. И, скажем, имеем два списка, да, то есть второй список это рейтингс, 2842, 2822, 2801, 2797, 2780. И хотим склеить эти два списка и получить в результате словарь, мы можем воспользоваться вот таким вот синтаксисом. Мы можем вызвать конструктор типа dict и передать ему вызов функции zip, передавая ей оба списка. И затем выведем результаты. И получили мы словарь после склеивания этих двух списков. То есть у нас теперь здесь в качестве ключа имя, в качестве значения рейтинг. Вот так вот мы сформировали dictionary. Другой полезной функцией, которую я хочу вам напомнить, является функция input, с помощью которой мы можем запрашивать ввод от пользователя. Ну, грубо говоря, что называется с консоли. В данном случае мы работаем в системе ноутбука. Здесь как бы видимость консоли создается. Ну что ж, вызывая метод input, функцию input, мы можем запросить у пользователя ввод. Появляется вот такое вот окошечко. Можем ввести туда какие-то данные. И, соответственно, в данном случае мы в конце вывели то, что ввел пользователь. И также напоследок хотел бы
продемонстрировать две обратные функции. Одна для взятия юникодного кода символа, а другая преобразование кода в символ. Так вот, для того, чтобы вычислить юникодный код, то есть код в таблице Unicode, можно воспользоваться функцией ord, и вот передав ей a, например, да, и выведя этот код, мы увидим, что в юникодной таблице символу a соответствует код 97. Обратной функцией мы можем проверить, действительно ли это так, и это самая обратная функция chr, передаем ей код, выводим результат и получаем a. То есть, используя код, можно взять char, то есть character, символ, соответствующий этому коду. А если у нас есть символ, мы можем вычислить его код. Действительно, когда мы иногда работаем на низком уровне с символами, нам приходится работать с кодами, иногда это упрощает код. Но для этого надо немножко понимать больше о символьных таблицах. Это выходит за рамки данного курса и больше относится к фундаментальным знаниям программирования. В принципе, вы можете прогуглить про символьные таблицы и немножко изучить эту тему и пролить свет на нее, для того, чтобы было более понятно, как это все работает. Но на этом пока все. Как я сказал, есть еще другие встроенные функции, также полезные, но эти, наверное, чаще всего используемые. Обратите на них внимание и возвращайтесь к этой лекции, если что-то забудете такое о встроенных функциях. Это одна из причин, так называемой реюзабилити или переиспользования. То есть один раз, когда мы написали какой-то функционал, какой-нибудь алгоритм расчета, и он нам требуется в различных частях программы, мы же не будем его постоянно переписывать, то есть копировать, вставлять код. Это нерационально, это приведет к замусориванию кода. И в таких случаях мы функционал, который переиспользуем в разных местах, записываем в виде функции, а затем просто используем эту функцию и вызываем ее из разных мест программы. Это позволяет писать так называемый чистый код, переиспользовать код, как я уже сказал, и разделять ответственность даже между программистами. Действительно, пока один программист пишет одну функцию, другой программист может писать другую функцию, которые никак друг с другом не связаны, а затем они могут их в какой-нибудь другой части программы объединить в какой-либо логике и получить от этого некий кумулятивный эффект. А вот если бы функций не было, разделять ответственность даже на уровне, собственно, людей было бы гораздо сложнее. Поэтому, что касается функций, а в дальнейшем и классов, вы можете об этом рассуждать так, да, то есть вообще, в принципе, можно написать любую программу вообще без каких-либо функций в питоне, ну, условно, да, без классов. Только вопрос в том, что это вот можете относиться как к детской комнате, в которой разбросаны повсюду игрушки, или книги повсюду валяются. Вот с помощью функций и классов в дальнейших, о которых вы узнаете, мы все эти дела упорядочиваем. То есть у нас становится упорядоченная программа, где мы точно знаем, где что лежит, как что инициализировать, как что вызвать, чтобы получить определенный результат и так далее. И при этом мы будем склонны совершать меньше ошибок, потому что у нас везде порядок, а не черт знает что. Поэтому без функций в реальности программы не пишутся, и поэтому давайте посмотрим на то, как ими пользоваться. Первое ключевое слово здесь важное – это def, от слова define, то есть определить. С помощью этого ключевого слова мы можем определить функцию. Например, def greeting. Дальше название функции идет. Чтобы определить функцию, нужно прописать круглые кавычки, круглые скобки точнее, и затем двоеточие, да? Определяя блок. В этой функции, например, напишем hello, а вызываем мы функцию, обращаясь к ней по имени и проставляя все те же самые круглые скобки. Ну, в данном случае получили результат, да? А вот если мы не запишем круглые скобки, а просто вобьем greeting, в данном случае, да, и исполним эту строчку, то получим вот такой вот вывод. Function main.greeting. То есть описание того, что это у нас функция, которая существует как main скрипт, который сейчас исполняется.
И, между прочим, относительно любой функции можно вызвать встроенную функцию help, передать ей имя функции, чтобы узнать, как ей пользоваться. Help в данном случае отсутствует, поэтому мы, собственно, ничего и не получаем. Help можно прописать с помощью так называемых docstring'ов. Тут docstring, в котором прописывается информация о функции, общая. Потом в инпуте прописываем, какие входные данные передаются в функцию. В данном случае никаких. И что она возвращает. И синтаксис обязательно именно такой. И вот теперь, если мы исполним help, да, кстати, вот это исполним, и вот это исполним, то получаем в help то, что мы записали. Обратите внимание на этот синтаксис. 3 одинарных кавычки сверху, 3 одинарных кавычки внизу, и специальные слова docstring, input и output для описания того, что эта функция делает, принимает и чего она возвращает. Вот поэтому, если хотите, чтобы клиентский код, который вызывает вашу функцию, мог запросить о ней помощь, можете записать с помощью такого синтаксиса, собственно, некую информацию о вашей функции. Функция может принимать аргументы. Для этого, после определения функции, точнее, в момент ее определения, мы задаем аргументы вот, собственно, внутри этих круглых скобочек. И поскольку язык у нас динамический, мы не прописываем тип аргументов, точнее, не обязаны это делать, а можем просто прописать имя аргумента, например, name. Ну, а затем вывести его в данном случае, да. Теперь я могу вызвать функцию printName, передать ей, например, Elijah, и получу ответ Elijah. А вот если я просто вызову, ничего не передав, то получу type error, ошибку, которая говорит о том, что функция требует передачи аргумента, проименованного name, но никто этот аргумент не передал. И поэтому, собственно, интерпретатор ругается. У аргумента может быть значение по умолчанию. Когда мы определяем функцию, мы можем определить такие значения по умолчанию для аргументов, и делается это тогда, когда мы хотим дать возможность коду, который вызывает нашу функцию, как передавать аргументы, так и не передавать. То есть возможно, что в большинстве случаев, для большинства случаев, да, мы хотим определить какое-то значение по умолчанию, чтобы в 99% случаев, когда наша функция будет вызвана, клиентский код, который ее вызывает, не писал лишний код, да, не передавал аргумент, ну, его не определял его явно, потому что в 99% случаев он и так такой, да, который мы определим в качестве дефолтового. Так вот, дефолтовое или значение по умолчанию определяется с помощью синтаксиса вот такого вот, то есть там, где прописывается аргумент, мы просто ему присваиваем некое значение, например, default. Естественно, здесь может быть что угодно. Это просто пример, что default. И вот теперь, если мы вызываем такую функцию, ничего не передав, в качестве аргумента будет использовано вот это вот значение, которое является значением по умолчанию. У функции также есть возвращаемый тип. Вот printName, он ничего не возвращает. Эта функция ничего не возвращает, она просто печатает имя. Это ее так называемый side effect, то есть побочный эффект. Функции, которые ничего не модифицируют, ничего не выбрасывают во внешний мир, как в данном случае во внешний мир, то есть на консоль условно, да, мы распечатываем имя. Они являются так называемыми чистыми функциями или pure functions в понятиях функционального программирования. Они просто возвращают некое значение. Вот такие функции называются pure function. А эта функция нечистая, она имеет side effect. Это не делает ее плохой, это просто я дал пару понятий, которые касаются фундаментов программирования. Так вот, если мы посмотрим на тип функции printName,
который она возвращает, да, мы увидим, что она ничего не возвращает. Мы сделаем print result и print type result. Вот, и получим то, что result none, то есть функция, которая ничего не возвращает, она в реальности возвращает none. Ну, если мы попробуем взять этот возврат, записать его в переменную, то тут будет none, поскольку она ничего не возвращает. Поэтому, когда я сказал, что она возвращает none, я имел в виду, что она ничего не возвращает. Поэтому там будет none. И, соответственно, класс none-type, да? Чтобы что-то вернуть из функции, мы можем воспользоваться ключевым словом return. Давайте определим другую функцию. Def get greeting. Тот же самый name будет. И я напишу return hello и сконкатенирую тут. Плюс name. Теперь сделаю greeting равно greeting get greeting и передам какой-нибудь аргумент, значение в качестве аргумента Elijah и выведу на консоль результат. И мы получили hello Elijah. То есть вот здесь мы видим, что из функции есть возврат. И поэтому мы присваиваем результат новой переменной. Ну, естественно, мы можем работать с разными типами. Например, можем тут что-нибудь просуммировать. Например, return a плюс b result равно get sum 10, 2 result 12. Можем написать парочку каких-нибудь полезных функций. Например, вот давайте напишем функцию, которая возвращает boolean is adult, получает в качестве аргумента age, возраст, и возвращает true, если age больше или равен 18. Is adult равен is adult, и передаем, например, 20. Ну и выведем на консольку. Получаем true. Можем еще какую-нибудь полезную функцию написать? Давайте напишем функцию, которая возвращает true или false, а называется она isPalindrome, то есть проверяет, является ли палиндромом поданный на вход текст. Назовем его isPalindrome, принимает эта функция текст. Ну, сделаем return текст равно. А здесь сделаем реверс строки с помощью питонического синтаксиса вот такого вот, да. Развернем ее с помощью хитрого среза. Да, я не напомнил, что такое палиндром. Это когда от начала до конца и с конца к началу строка читается одинаково. Например, в русском языке, например, «А роза упала на лапу Азора» является палиндромом. Если с начала до конца мы прочитаем, то будет «А роза упала на лапу Азора», а если с конца к началу, то будет то же самое. Ну и, соответственно, можем проверить, правильно ли работает эта функция. isPalindrome АА, БАА. Да? Откуда бы мы ни читали, все равно будет АА, БАА. И, например, передадим не палиндром. isPalindrome АББА. С конца будет АББАА. Так что это не палиндром. И получаем, естественно, true-false. Все правильно. Чтобы плавно подвести к еще одной важной теме, касающейся функций, давайте предположим, что у нас есть функция, которая принимает на вход некие доходы, полученные траншами, а мы хотим с них посчитать налоги. Назовем функцию calcTaxes и скажем payment 1 был, payment 2, payment 3. Ну, чтобы посчитать налоги, я их просуммирую эти доходы. P1, P2, P3 и умножу на 0,06. Теперь вызову calcTaxes 10, 20, 30.
Да. Сам передам tuple, чтобы интерпретатор не ругался. Получаем правильный результат. Однако, вот смотрите, какая есть проблема. Ведь этой функцией может захотеть воспользоваться, ну, там, скажем, другой программист. Предположим, что эту функцию мы хотим переиспользовать, но что делать, если этих самых транзакций будет не 3, а 4? Да? Мы не можем просто передать еще один аргумент, будет ошибка. Мы можем написать еще одну функцию calcTexas, которая будет принимать еще и P4. И, соответственно, передавать теперь 4 аргумента. И окей, это будет работать. Но что, если требуется 5-й, 6-й, 7-й, 8-й? Да, мы, конечно, можем на самом деле принимать лист. Однако есть еще один способ, иногда более красивый с точки зрения публичного интерфейса вызова, реализовать поддержку передачи множественных аргументов. И делается это с помощью ключевого слова, точнее даже не ключевого слова, а специального синтаксиса проставления звездочки. Давайте переопределим этот метод def-calcTexas. И вот, чтобы принимать n-ное количество аргументов, можно прописать вот так, звездочка args. Причем args это просто convention, это соглашение об именовании такого аргумента. Его не обязательно именовать args, хотя я советую именовать args, поскольку это соглашение, как я уже сказал, между программистами. Да? И по этому самому args мы можем пробежаться в цикле. Здесь я пишу for x in args. Ну и в данном случае давайте я выведу значение got payment x и дальше сделаю return, вызову сам, передам args и умножу на 0,06. И теперь действительно я могу спокойненько передавать и 3 аргумента, и 4 аргумента, и 5, и 6, и 7, и так далее. И сколько угодно аргументов. И другой похожий случай, когда мы хотим передать n аргументов, которые записаны в виде key-value pairs, в виде пар ключ-значения. А для этого используются 2 звездочки и именование аргумента quarks, то есть key-value, как бы. Хотя там W вообще-то. Не уверен, что это от key-value. Ну, например, давайте напишем def save players, звездочка, quarks. Это значит, что сюда передаются n пар ключ-значения. И, соответственно, мы по ним тоже можем пробежаться циклом. Вот вам пример. For key v in quarks .items, то есть это по сути dictionary. If player такой-то has rating такой-то. Ну и вызову здесь save players и передам, скажем, Карлсон равен 2800, Гири равен 2780. И, как видите, все нормально работает. То есть мы просто через запятую при вызове такого метода можем передавать ключи со значениями, и они нормально воспринимаются. Здесь мы вызываем функцию items, раскладываем возврат на ключи значения и, собственно, их выводим. Супер. И такая, как бы, еще информация. Ну, на самом деле, я не помню даже в жизни, чтобы я там писал, честно говоря, такие функции, которые сочетают в себе оба варианта. То есть принимают и args, и quarks. Да, с одной звездочкой args, с 2 звездочками quarks. Однако так делать можно. То есть можно сначала, ничто не мешает
Так, сори. Ничто не мешает объявить функцию, которая принимает позиционные аргументы ABCD, затем принимает args, затем принимает quarks. Ничто не мешает это сделать. Но, как я уже сказал, это бывает крайне редко. Вот то, что функция может принимать позиционные аргументы, а потом args, или позиционные аргументы, а потом quarks, это да. А вот чтобы все вместе использовалось, ну это прям мега редкость. И этого достаточно для того, чтобы иметь неплохое представление о том, как работают функции, о том, как их записывать в Python, для того, чтобы им пользоваться и реализовывать их самому. Однако, как я уже сказал, это базовые сведения. А в следующих лекциях мы поговорим о том, что на самом деле функции являются так называемыми first-class citizens в языке Python, то есть на русском языке, наверное, типа, в общем, гражданами первого класса. Короче говоря, их можно использовать как переменные и делать еще много чего интересного. Хотя всякие продвинутые техники относительно функций, они будут вами использованы по мере вашего взросления как программиста на Python. Поэтому в следующих лекциях, если что-то сразу будет непонятно, не расстраивайтесь, оно все приходит с опытом. Понимание приходит с опытом, потому что некоторые вещи начинающему программисту трудно изложить таким образом, чтобы было сразу понятно и прочувствовано. Это нормально. Трансформации одной последовательности элементов в другую. Напишу функцию, которую назову square. Она будет преобразовывать список аргументов в квадраты. То есть возводить каждый из них в квадрат. Для этого воспользуюсь list comprehension синтаксисом. X умножить на x for x in args. Все очень просто. И, соответственно, теперь могу выполнить эту функцию, передав ей 1, 2, 3, 4, 5, например, и вывести результат. Ну и, соответственно, получить 1, 4, 9, 16, 25, поскольку это квадраты чисел 1, 2, 3, 4, 5. В общем, все тут правильно работает. И, например, скажем, я хочу написать еще одну функцию, которая умножает на 3 каждое число во входной последовательности. Назову ее triple, которая принимает также args. И, воспользовавшись все тем же синтаксисом, list comprehension, x умножить на 3 for x in args. И, соответственно, теперь можно присвоить результату вызов функции triple, передав 1, 2, 3, 4, 5, скажем. И выведем результаты. Получаем 3, 6, 9, 12, 15. Все как и ожидалось. Мы также можем захотеть написать и другие функции преобразования. Причем, надо сказать, достаточно элементарные функции преобразования, что не делает их бессмысленными. Тот факт, что они элементарные, не делает эти функции бессмысленными. Такие функции полезно было бы иметь. Однако количество всевозможных подобных трансформаций, оно просто безгранично. И просто нереально реализовать так много функций, что они покроют все эти случаи. И это одна из причин, почему функции могут принимать в качестве аргументов другие функции. И также почему, собственно, так называемые лямбды существуют. Но все по порядку. Давайте посмотрим на функцию map. Прежде чем посмотрим на функцию map, объявим функцию square, но будет она принимать не args, а единственный аргумент и возвращать его квадрат. Number умножить на number. Все просто. Теперь объявим список numbers. 1, 2, 3, 4, 5. И вот теперь я хочу продемонстрировать функцию map. Вот она. Я нажму Shift-Tab, и вы можете посмотреть, что она принимает функцию и iterables. То есть некий список, по которому можно проитерировать. Что делает эта функция? Так эта функция к каждому элементу из списка, который ей передали, применяет функцию, которую передали ей в качестве первого аргумента.
И у нас есть все для того, чтобы вызвать эту функцию. Я хочу ей передать square, вот эту функцию, и numbers. Что будет делать эта функция внутри? Она пойдет в цикле по numbers, возьмет первый элемент, единичка, вызовет функцию square и передаст единичку. И запишет, условно, где-то результат. Затем повторит то же самое с двойкой. Вызовет square, передаст двойку. Затем вызовет square, передаст тройку. Затем вызовет square, передаст четверку. И так далее. И таким образом, в результате мы получим квадраты чисел, которые входят в список numbers. То есть функция map, по сути, отображает один список на другой список, применяя к первому списку поэлементно некую функцию преобразования. В данном случае это функция square. Исполним то, что мы здесь написали. И вот что мы видим. Map, add, и далее следует некий адрес в памяти. Что это означает? Это означает то, что функция map возвращает iterable object, по которому можно пройтись циклом. И если мы не назначаем, не присваиваем результат вызова функции map, мы увидим просто memory location, то есть некий адрес памяти этого, собственно, объекта map. Потому что там возвращается именно объект специализированный, по которому можно пройтись циклом. И поэтому мы видим его адрес памяти. И другой важный факт здесь – это то, что мы передаем функцию в качестве аргумента, обратите внимание на синтаксис, не прописывая круглые скобочки. То есть мы передаем просто имя функции. Это происходит по той причине, что мы передаем функцию в качестве аргумента, мы ее не вызываем. Вызвана она будет внутри функции map, и вызываться она будет действительно через вот такой синтаксис. А мы ее просто передаем на дальнейшие вызовы. То есть, используя, по сути, ссылку на эту функцию, функция map будет вызывать эту функцию тогда, когда надо. Ну, собственно, когда будет проходить циклом for по numbers. И такая необходимость вызова этой функции внутри функции map будет происходить только тогда, когда кто-то запросит результаты. То есть, например, пройдется циклом for по результату, возвращаемому из функции map. И только тогда, на самом деле, начнется итерирование по numbers. Это так называемое lazy evaluation, то есть ленивое вычисление. То есть, если мы присвоим здесь, да, mapped sequence. На самом деле, вот я исполнил сейчас этот кусок кода, на самом деле функция map не прошлась по numbers и не вызывала square. И не будет этого делать до тех пор, пока мы в явном виде не запросим результаты. Например, вот так. In mapped sequence. Ну, либо можем просто подставить сразу, да. Если мы не хотим вводить переменную, можно даже так сделать. Сделаем print x. И получим результат. 1.4.9, 16.25. Что и ожидалось. Как я уже говорил, если мы здесь вот так сделаем, вот такие вот круглые скобочки пропишем, то будет ошибка. Type error, square, missing one required positional argument. Да, то есть уже не может условно распарсить. Не нравится ему это. Да, тут запятая. Окей. Кстати говоря, давайте посмотрим на тип mapped seq. Mapped sequence. И это, собственно, map. Вот он, тип map. Если мы хотим получить сразу лист, да, и не хотим, например, for делать, а хотим, это, грубо говоря, будет greedy оператор, то есть жадный. Если мы хотим вот прямо здесь и сейчас вызвать функцию map, и не просто вызвать и получить в результате объект типа map, а прям хотим, чтобы функция map прошлась по аргументам и все вычислено было, мы можем воспользоваться встроенной функцией list и ей передать тот же самый map, вызвав его с соответствующими аргументами. Square, numbers в данном случае. И в результате я получаю список с результатами.
Есть другая функция, подобная функции map, которая называется фильтр. Действительно, одной из распространенных задач является фильтрация некой последовательности элементов. И с помощью этой фильтрации мы исключаем некоторые элементы из последовательности, используя какое-то условие. И для этого мы имеем другую устроенную функцию, которая называется фильтр. Давайте предположим, что у нас есть метод isAdult, который определяет, взрослый ли человек или нет. И если age больше равен 18, то человек взрослый. И имеется набор возрастов, список. 14, 18, 21, 16, скажем, 30. И вот теперь мы воспользуемся функцией фильтр. Она работает так же, как map, принимает функцию, которая возвращает true или false, то есть определяет то, будет ли включен элемент в выходную последовательность. Если мы исполняем этот кусок кода, то видим такой же результат вызова, как и в случае с map. Фильтр не отработает все входные параметры, ничего там преобразовывать не будет до тех пор, пока мы не затребуем этого явно с помощью функции list или не запустим цикл по результатам. То есть фильтр реально возвращает объект, по которому можно проитерировать, или который можно передать в функцию list. Еще раз. В фильтр обязательно передается метод, который возвращает true или false, то есть boolean. И, соответственно, фильтр будет применять эту функцию по отношению к каждому элементу. Вызовет isAdult, передаст 14. Вернется false. Значит, элемент исключается из последовательности. Все элементы, относительно которых будет возвращен false при вызове вот этого метода condition, да, метода, который реализует некое условие для включения или исключения того или иного элемента. Соответственно, если при вызове такой функции будет false, элемент будет исключаться из выходной последовательности. Соответственно, мы можем воспользоваться функцией list, все для тех же целей, и получить выходную последовательность 18, 21, 30. Действительно, потому что 18, 21, 30 это взрослые люди, потому что больше равно 18 здесь условия, да? Был возврат true в случае этих элементов. И вот теперь мы подходим к другому понятию, которое называется lambda expression, то есть лямбда выражение, также известное как анонимные функции. Дело все в чем? Дело в том, что это довольно дорого определять отдельные функции все время, лишь для того, чтобы передать их в функцию map или функцию фильтр. В смысле дорого. В том смысле, что это слишком много кода, условно. Здесь просто элементарные функции, они могут быть и подлиннее. Здесь прям совсем простая функция. Может быть, еще какое-то условие. Нет, в принципе, на самом деле мы в качестве лямбда выражений, о которых вы сейчас узнаете, и не передаем сложные функции. Это было бы некрасиво, а во многих случаях и невозможно. Однако простые функции, такая как здесь, и, например, функции, которые используют чуть-чуть более усложненные кондишены, условия, действительно могут быть использованы в лямбда-выражениях. Это достаточно удобно. Представьте, что вам нужно определить функцию только для того, чтобы передать ее в единственном месте по ходу программы в функцию map или фильтр. Для чего ее тогда объявлять? Все равно она не будет переиспользована в другом месте. То есть это лишние накладные расходы, это просто хуже читается. Получается, что функция была создана ради того, чтобы вызвать просто ее один раз. Точнее, передать ее один раз в функцию map или фильтр. И этого можно избежать с помощью лямбда выражений. Так что такое лямбда? Давайте трансформируем вот эту функцию isAdult в лямбду. Для начала перенесем на одну строчку все это описание. Затем удалим return. А затем подкорректируем сигнатуру. Используя ключевое слово lambda. Вот таким вот образом можно создать лямбда-выражение. В данном случае я это лямбда-выражение присваиваю в переменную. И еще один важный момент, то что более одного стейтмента, как вот здесь вот, то есть на другую строчку, ничего нельзя перенести. Более одного стейтмента в лямбда-выражении быть не может. То есть мы можем здесь end бла-бла-бла написать, но не можем несколько строчек кода исполнить в лямбда-выражении. Такое лямбда-выражение мы можем передать в качестве
функции в функцию фильтр, ну или map, и получить все тот же результат. Но, собственно, в данном случае мы ничего не выигрываем, поэтому это просто пример того, что лямбду можно присвоить в переменную, а на самом деле мы можем такую лямбду встроить в вызов функции фильтр или map. Таким образом, если у нас есть простое выражение, и используется оно, там, скажем, однажды, нет смысла реализовывать отдельную функцию, мы можем использовать для этого лямбда выражение вот таким вот образом, записанное с помощью такого синтаксиса. Ну и на всякий случай дополню, что лямбда может работать и не только с одной переменной, может и с двумя. Скажем, есть у нас multiplier, lambda, xy, x умножить на y, multiplier. Лямбду можно вызвать как функцию, передав ей аргументы. То есть лямбда — это, по сути, анонимная функция. В данном случае мы присвоили эту функцию в переменную multiplier, и теперь к multiplier можем обращаться как к функции. Но чаще всего лямбда используется in place, что называется, да, без объявления отдельного на отдельной строке, просто встраиваются в вызов, например, фильтр или map, ну или любой другой функции, которая принимает функцию, собственно. Вы не раз столкнетесь с функциями map, фильтр и необходимостью передать туда простое conditional выражение. И в таком случае я вам рекомендую использовать lambda синтаксис, поскольку он упрощает жизнь и делает код более читабельным. И взаимодействие с переменными в контексте их видимости описывается так называемым правилом LEGB, где L означает local, и enclosing function locals, G global и B built-in. То есть у нас, получается, есть 4 контекста, в котором существуют переменные. Это локальный контекст, например, присвоение именам внутри функции или лямбды, и которые не объявлены функцией глобально. Посмотрим, что это означает, объявленным быть функцией глобально. Следующий уровень у нас называется enclosing function locals. Это имена в локальном скопе, в предыдущем, но обернутые в еще одну функцию. Не стоит забывать, что функции могут определять внутри себя функции. Поэтому существует также вот этот контекст. Ну, сейчас увидим этот контекст вживую. Также есть глобальный контекст существования переменных. Это когда переменные находятся вне классов и методов. И built-in, встроенный. То есть это имена, которые условно встроены в Python. Например, встроенные функции, типа list, например, которые нельзя использовать для переменных. Ну, давайте напишем небольшой пример кода и будем разбираться, где какие скопы. Объявлю переменную, запишу туда hello from the global scope. Эта переменная у нас существует вне функции классов, так что она находится в глобальном скопе. Затем определю метод greet. В нем попытаюсь присвоить другое значение переменной с именем greeting. Напишу hello from enclosing scope. Это у нас будет enclosing scope. Enclosing, потому что дальше у нас будет вложенная функция. Это вы еще такого не видели, однако вложенные функции действительно можно создавать, в этом нет никаких проблем. И во вложенной функции я также присвою переменной greeting новую строчку, назову ее hello from local scope. И до тех пор, то есть до тех пор, пока мы не создали эту функцию, вот это на самом деле был local scope. А вот когда мы создали вложенную, то вот это уже считается enclosing scope, а вот это local. Это local scope, потому что у nested функции нет еще одной вложенной функции. Ну и здесь, скажем, сделаем hello, говорю, print greeting. Здесь вызовем эту функцию. Мы же ее просто объявили, мы ее не вызвали. Вот здесь вызываем. Ну и далее мы вызовем функцию greet.
и выведем текущее значение переменной greeting. А теперь вопрос, как думаете, что будет выведено на консоль? Что здесь происходит? Сначала мы вызываем функцию greet, то есть оказываемся вот здесь, заходим сюда, присваиваем переменной greeting вот это значение, а затем вызываем функцию nested, попадая в которую мы переменной greeting присваиваем еще одно значение, затем выводим это значение, какое я не говорю, а затем мы выводим значение, опять же, greeting, да, но уже находясь вне функции. Давайте посмотрим, что же будет выведено. То есть, получается, здесь два вывода должно быть. Вот этот вывод, вот этот print и вот этот print. Просто вот этот print, он работает через вызов функции. А вот и правильный ответ. Вот эта функция, она распечатает вот эту строчку hello from local scope. А вот этот вызов печатает исходное значение hello from the global scope. То есть сколько бы мы внутри функции greet как бы не переприсваивали, не назначали новое значение переменной greeting, старое значение не перезатирается. Почему? Потому что в более узком скоупе, это более узкий скоуп, чем вот этот скоуп более узкий, чем вот этот, в каждом скоупе мы работаем, по сути дела, со своей переменной. Давайте будем комментировать вызовы и смотреть, что будет. Теперь, если я исполнил вот этот кусок кода и этот, в первом случае у нас оказался enclosing scope здесь. То есть вот этот print взял вот эту переменную. То есть он берет ближайшую доступную. Теперь, если я комментирую это, то мы получаем в обоих случаях the global scope. Это означает буквально то, что интерпретатор ищет ближайшее объявление переменной. Он спускается из скоупа в скоуп, пока не встретит переменную с заданным именем. И, соответственно, если мы все это закомментировали, он спустится до глобального скоупа. Важно понимать, что, идя вот таким способом, глобальный скоуп вы не перезатрете. Окей. Что касается built-in скоупа, я уже сказал. Не используйте такие имена, как list, для своих переменных. Не переопределяйте их поведение и так далее. То есть built-in scope трогать не надо. Давайте попробуем поступить еще хитрее. Попробую вас запутать. Предположим, у нас есть все та же переменная greeting со значением hello from the global scope. И есть метод greet, но в данном случае он принимает параметр с именем greeting. Что у нас здесь? Здесь мы выводим на консоль greet in func и значение greeting. Затем присваиваем новое значение hello from enclosing scope. Затем снова печатаем greet in func greeting. Определяем встроенную функцию. Снова назначаем новое значение hello from local scope. Print greeting. И вызываем функцию nested. Ну и сделаем то же самое, да? То есть вызовем функцию greet, передадим ей тест, посмотрим, что будет. Как видите, global scope снова не был изменен. То есть, несмотря на то, что нам приходит переменная greeting сюда, мы глобальный scope по-прежнему не в состоянии изменить. Так что мы выводим здесь greet in func test, поскольку передали тест. Затем greeting переопределяется, но переопределяется вот этот greeting, да? И поэтому получаем greet in func hello from enclosing scope, а дальше hello from local scope.
И тут возникает вопрос, а что, если я хочу вот этими переназначениями все-таки переопределить вот эту переменную, назначить ей новое значение? И такая возможность имеется. А для этого не надо принимать с тем же именем аргумент функции. Для этого надо воспользоваться ключевым словом global, а дальше прописать это имя переменной. Действуя таким образом, мы говорим интерпретатору, что, начиная с этого места, мы хотим работать с переменной greeting из глобального скопа. И вот если мы теперь это исполним, то увидим, что это не работает, потому что мы здесь что-то передаем. Соответственно, еще раз исполним. И можете видеть, что последний вывод, greeting, вне функции, выводит hello from enclosing scope. То есть, вот здесь вот мы переназначили значение переменной greeting. А вот этот greeting, несмотря на то, что здесь есть global, работает со своей переменной greeting. Не лезет в этот scope верхнего уровня, потому что только здесь он объявлен как global. Однако в большинстве случаев вам global переменная не нужна. Если вы хотите изменить значение из глобального контекста, при этом для получения нового значения вам необходимо эту переменную, значение этой переменной передать внутрь функции, то можете его передать. То есть, грубо говоря, если здесь у нас принимается аргумент для того, чтобы получить какое-то новое значение, и вам нужно на основе этой переменной получить новое значение какое-то, можете спокойно ее передать, но внутри этой функции не переопределять вот этот greeting, а сделать return в конце. Return нового значения какого-то. И, соответственно, получить просто новое значение в новую переменную. Избегайте изменения глобальных переменных. Это ведет к нечитаемому и слабо контролируемому коду. Когда какая-то функция может менять глобальный state, да, то есть глобальное состояние, это тяжело отслеживать. Поэтому помните, что возможность такая есть, однако в большинстве случаев ей стоит пренебречь и воспользоваться другими способами работы с переменной. И основной способ, и лучший самый, это когда мы передаем переменную в метод, некое значение в метод, которое требуется для того, чтобы получить новое значение. И из этой функции мы возвращаем новое значение, а не модифицируем что-то там в глобальном контексте. Вот глобальный контекст, глобальный скоп трогать по возможности не надо. Ну и пока это все, что вам нужно знать о скопах и вложенных функциях. Просто помните, что интерпретатор любит смотреть на самый узкий скоп и брать значение переменной из самого ближайшего скопа, а чтобы менять переменную из глобального скопа, вам ее нужно принести в функцию, в контекст функции с помощью ключевого слова global, но делать этого в большинстве случаев не надо. А функции в Python представляют из себя полноценные объекты. Это значит, что функции могут быть возвращены из функции, и функции могут быть переданы в функцию в качестве аргумента. Так. Ну, для начинающих программистов это может быть не сразу понятно, поэтому можно начать с простых примеров. Для начала просто определим элементарную функцию, назовем ее hello world, которая просто выводит строчку hello world и вызовем ее. Ну и мы видим вывод, как и, собственно, ожидалось. Для чего я написал эту функцию? Для того, чтобы продемонстрировать следующую возможность. Функция – это полноценный объект, и функция может быть присвоена переменной. Я могу создать переменную с именем hello2 и присвоить ей имя нашей функции hello world. Заметьте, что я здесь не прописываю круглые скобочки. То есть я не делаю вызов функции, я эту функцию, ссылку на эту функцию присваиваю переменной. То есть если мы без, опять же, прописывания круглых скобочек
вызовем просто hello2, то есть не вызовем, а выведем на консоль результат, да, hello2, мы увидим, что это функция, которая находится в основном скрипте. А вот если мы вызовем hello2, то получим тот же самый hello world, потому что hello2 содержит ссылку на функцию hello world. И если мы вызовем функцию, находящуюся по этому адресу, то отработает функция hello world. Как я сказал, функции можно возвращать из функций. Например, def hello world, def internal. То есть мы определяем функцию внутри функции. Эта функция выводит hello world. А из функции hello world мы возвращаем функцию internal. Теперь мы можем вызвать hello world. Эта функция возвращает функцию. Можно перезаписать объект hello2, пусть он ссылается на функцию internal. То есть из функции hello world будет возвращена ссылка на функцию internal. И, соответственно, мы можем именно теперь вызвать функцию hello world и получить ссылку на функцию internal. И вы можете видеть, что здесь ссылка идет на внутреннюю функцию вот, locals internal. И если мы вызовем hello2, то получим все тот же hello world. Отлично. Все это нужно для понимания того, как работают декораторы. Мы сейчас к этому перейдем. Прежде чем мы к этому перейдем, я еще покажу, что функции могут принимать в качестве аргументов другие функции. Например, def hello или say something, который принимает функцию, назовем ее func, этот аргумент. И все, что эта функция saySomething делает, она, например, вызывает функцию, которую ей передали. Вот и все. Теперь создадим еще одну функцию, например, hello world, которая просто говорит hello world. А теперь мы вызовем функцию saySomething, передав ей hello world. И в результате мы получаем вывод hello world, как и ожидалось. То есть в качестве аргумента мы передали функцию hello world. Заметьте, что мы не вызываем сами здесь hello world, мы передаем ссылку на эту функцию. А сама функция, которую передали в качестве аргумента, вызывается уже здесь, внутри функции saySomething. Окей, надеюсь, синтаксически и семантически это понятно, это элементарно, однако непонятно, как бы к чему я клоню. Декораторы — это функции, которые содержат в себе некий wrapper, так называемый, то есть обертку, с помощью которой можно обернуть функцию, передаваемую в качестве аргумента. Например, мы можем создать декоратор, с помощью которого мы логируем начало и конец вызова функции. Вместо того, чтобы в каждой нашей функции прописывать в начале функции то, что мы там, скажем так, мы хотим залогировать начало вызова функции и ее конец. И вместо того, чтобы прописывать принты в начале каждой функции и принты в конце каждой функции, мы можем написать одну функцию декоратор и применять ее ко всем функциям. Давайте так попробуем сделать. Log декоратор принимает func, а внутри у нас wrapper, как я говорил, wrap. Это функция, которая в самом начале пишет calling func, затем мы вызываем этот func и в конце пишем func такой-то finished its work. Отлично. И здесь возвращаем функцию wrap. Отлично. И создадим функцию какую-нибудь типа hello. Все, что она делает, выводит hello world. Что-то делает очень важное.
очевидно. И теперь вот как мы можем воспользоваться нашим декоратором. Wrapped by logger. Log декоратор. Передаем в него нашу функцию hello. И теперь, если мы вызываем wrapped by logger, точнее, именно что вызываем, wrapped by logger, то можете увидеть, что сначала у нас выводится calling func, да, вызываем такую-то функцию, затем, собственно, отрабатывает функция, и затем мы выводим, что эта функция завершила свою работу. Отлично. Это декоратор, который мы здесь использовали, так сказать, вручную, с помощью вот такого синтаксиса. Однако Python упрощает использование декораторов с помощью значка add. Мы вот этот наш декоратор, log-декоратор, можем навесить с помощью специального синтаксиса. Вот такого вот. Log-декоратор. Log-декоратор, def hello, print hello world. И теперь, если мы исполним такую функцию, то она автоматически будет передана интерпретатором в функцию log-декоратор, и произойдет все то же самое. Вот таким простым образом мы можем употреблять декораторы. Для чего я все это рассказал? Конечно же, новичку может быть достаточно сложным понять назначение декораторов с первого раза. Если получилось хорошо, если не получилось, ничего страшного. Во-первых, вам необходимо знать, что такое декораторы, по той причине, что, работая с такими веб-фреймворками, например, как Flask и Django, вы их будете встречать просто потому, что они используются во Flask и Django. Вот. И чтобы понимать, что это такое, эта лекция и существует, да, и была добавлена. Для новичков она нужна хотя бы для того, чтобы понимать смысл декораторов. Не обязательно их писать самому. Надо понимать, что такие вещи существуют, они используются фреймворками, и вы можете навешивать какие-то там готовые декораторы уже, например, во Flask и Django и в других фреймворках. Вот. А по ходу своего развития как программиста, в том числе как программиста на Python, вы будете находить возможности разработки своих декораторов. Вот хочу просто в качестве примера добавить еще один декоратор, который может быть достаточно удобным. В принципе, log-декоратор тоже неплох, его можно усовершенствовать под свои нужды. Он будет выводить, например, время вызова функции и время завершения ее работы. Зачастую такая информация нужна для отладки, постмортем и вообще для разных видов отладки. Это может быть полезно. Это может быть вообще требованием в программном обеспечении ведения такого лога и так далее. И лог-декоратор может помочь упростить написание кода, поскольку вам не придется повсюду втыкать принты с выводом о том, что вот такая-то функция началась, она же закончилась. И тем самым вы сократите 1000 строк, если у вас 1000 функций. Вам достаточно написать один декоратор и его навешивать на все функции, которые вы хотите, чтобы они были залогированы. Да? Но вот еще один декоратор. Что если мы, например, хотим замерять время, затраченное функцией на исполнение? То есть для именно измерения скорости исполнения определенных функций, скорости их работы, да, это performance measuring. Для этого мы можем написать декоратор и тоже навешивать его на все функции, которые мы хотим замерить, скорость работы которых мы хотим замерить. Давайте напишем такой декоратор. Вот для того, чтобы использовать такой декоратор, для того, чтобы, точнее, написать такой декоратор, я сначала импортирую кое-какие объекты из модуля TimeIT, import default timer. Я не буду сейчас вдаваться в историю с таймерами. Также я импортирую math и импортирую time. Окей. И дальше напишу декоратор, который назову measure time. Он принимает функцию в качестве аргумента. Inner или wrap, по-разному можно назвать. Args, quarks. Это очень хитрый способ в данном случае передать любые аргументы в нашу функцию, которую мы врапим.
Прежде чем исполнить функцию, мы замерим текущее время, вызвав таймер. Я не буду вдаваться в API, которое мы здесь используем, это не особо важно. Кстати говоря, здесь используется вот такой пропих args и quarks, также с использованием звездочек, то есть мы не без звездочек передаем, а со звездочками. Также не буду вдаваться в этот синтаксис, просто можете запомнить, что args и quarks можно пропихивать вот так в подфункции именно таким образом. Args и quarks будут переданы. Окей, и после вызова функции мы можем еще раз замерить время, ну и в конце вывести разницу. Function, func name. Да, на самом деле мы там выше тоже могли func name использовать с вот этим самым двойным подчеркиванием. Took end минус start for execution. То есть потребовалось столько-то времени для исполнения. Ну а здесь возвращаем inner. И теперь мы можем использовать наш декоратор, навешивать его. Measure time. Скажем, у нас есть функция factorial. И, честно говоря, factorial будет вычисляться очень быстро, даже если мы большие числа передадим. Давайте здесь с помощью time просто поспим. То есть заморозим исполнение, скажем, на 3 секунды, чтобы просто увидеть, что действительно measure time работает. Ну и здесь сделаем math, factorial, num. Да, и теперь нам нужно вызвать factorial, передав, например, 100. Как видите, вывода пока нет, потому что у нас factorial спит 3 секунды. Мы получили результирующее число гигантское и запись. Функция factorial потребовала 3 секунды на исполнение. Здесь чуть меньше, потому что sleep это всегда аппроксимация, это не точные 3 секунды. Вот. То есть sleep спал чуть меньше 3 секунд, и факториал исполнился так быстро, что также это время в результате, если его сложить, не получилось больше 3 секунд. Получилось даже чуть-чуть поменьше. Но это не важно. С помощью декоратора MeasureTime мы можем замерять длительность исполнения любых функций, которые нас заинтересуют. Если у нас какие-то проблемы с перформансом, если какие-то функции у нас долго исполняются, мы можем замерить, сколько они исполняются, и можем замерить какие-то определенные куски на самом деле, выделив их в отдельные функции и так далее и тому подобное. То есть это очень удобный способ для того, чтобы навешивать так называемые аспекты. Вообще, в принципе, это относится к аспектно-ориентированному программированию. То есть мы берем некий аспект, в данном случае, например, измерение перформанса, и с помощью этого синтаксиса мы можем теперь декораторы навешивать эти, так сказать, аспекты на любые функции, которые нас заинтересуют. То есть измерение перформанса можно рассматривать как некую сквозную ответственность, и вот эту сквозную ответственность мы реализуем через декораторы. И вот эта сквозная ответственность, мы ее реализуем с помощью декораторов, вместо того, чтобы повсюду прописывать один и тот же код замера исполнения функций. Нам не нужно повторять одно и то же, мы пишем декоратор и затем навешиваем его с помощью синтаксиса элементарного. Также вы декораторы увидите в юнит-тестинг фреймворках. Ну, как я сказал, во многих фреймворках он используется. Это очень удобная штука. Если это непонятно сейчас, хотя я надеюсь, этот пример несколько прояснил ситуацию, то по мере своего взросления как программиста вам все равно станет со временем все лучше и лучше понятно, для чего нужны декораторы. И наверняка вы найдете применение декораторам и в своей собственной практике в плане разработки своих собственных декораторов. Итак, у нас был декоратор log decorator, который принимал функцию, значит, и оборачивал ее таким образом, что сначала мы выводили на консоль название функции, которую мы вызываем. На самом деле здесь было бы, может быть, еще время вызова.
логично присобачить. Затем мы вызываем саму функцию, то есть мы ее таким образом просто оборачиваем. И говорим в конце функция такая-то, finished its work. Закончила свою работу. Отлично. И теперь с помощью собаки мы можем налагать декоратор на любые функции. На такую тривиальную, как hello, например. И говорим тут hello world. Да, я, кстати, тут одинарные кавычки использовал, тут двойные. Вообще говоря, лучше везде использовать какие-нибудь одинаковые. Главное, чтобы была консистентность. Ну ладно, hello world. И теперь, когда мы вызываем функцию hello, мы получаем ошибку, потому что здесь, естественно, совершенно забыли вернуть наш wrapper. Еще раз. И что мы видим? Мы вызываем функцию function hello по такому-то адресу. Дальше hello world. Бла-бла-бла. Функция такая-то. Finished its work. Смотрите, а что будет, если я попробую вызвать help на нашей функции? Ну, он говорит, что это на самом деле функция wrap, а не функция hello. А хотелось бы, чтобы вообще-то выводилось hello. То есть, на самом деле, help у нас идет по wrapper. Подобное поведение, ну, естественно, это возникает из-за того, что, собственно, декоратор нам возвращает wrapper. И подобное поведение, оно может на самом деле принести потенциальные проблемы из-за того, что усложняет механизм интроспекции. Мы еще будем более подробно о нем говорить. Смысл в том, что на нем, например, базируется отладка, на этой интроспекции. То есть отладка должна понимать, где что, где какие объекты, как они именуются. То есть в процессе отладки вы можете легко запутаться при таком поведении. Запутаетесь, где какой вызов, куда идет. И желательно сделать так, чтобы все называлось своими именами в кавычках, да. И чтобы добиться нужного поведения, мы можем на самом деле использовать декоратор из модуля functools, специальный модуль, и он дает нам возможность использовать специальный декоратор, который называется wraps. Ну и да, получается, что мы в результате будем использовать декоратор для написания декораторов. Ну да. Но, тем не менее, ничего сложного в этом нет. Чтобы его использовать, мы можем сделать так. From functools. Мы его импортируем. Import wraps. Отлично. И здесь у нас идет все тот же декоратор. Давайте просто скопируем его. Вставим. И чтобы наложить декоратор wraps, мы опять же используем синтаксис декорирования вот таким вот образом. И передаем ему функцию, которую мы оборачиваем. Ну и да, на самом деле во врапперах принимаются args и quarks для того, чтобы можно было передавать любые аргументы. И, собственно, функцию мы их также передаем вот таким вот образом. Отлично. И этот декоратор wraps, он работает по сути так, что в результате все метаданные об оборачиваемой функции копируются во внешнюю. И теперь, когда мы делаем вот это вот, налагаем наш декоратор на, ну скажем, hello, неважно на что, и теперь вызываем help на нашей функции, мы получаем нормальное имя. Мы как бы видим, что работаем-то мы не с декоратором, а с нашей функцией. Отлично. Ну, я уже сказал, что по умолчанию на самом деле есть проблемы с интроспекцией, если не пользоваться вот этим магическим декоратором wraps. Да, поэтому пользуйтесь, ничего в этом сложного нет, просто вы упростите в большинстве случаев свой код и упростите с ним работу, с интроспекцией и так далее. То есть, по умолчанию есть проблемы с интроспекцией, когда мы работаем с, как говорится, bare decorators, то есть голыми, да, декораторами. Ведь функции на самом деле имеют такие стандартные атрибуты, как name и module, относящиеся по сути к функционалу интроспекции. И все это летит к чертям, когда мы начинаем использовать декораторы. А нам хотелось бы использовать декораторы, не нанося никакого совершенно вреда нашему коду. Хотелось бы использовать декораторы таким образом, чтобы было ощущение, как будто мы, в общем-то, декораторов-то никаких и не используем. И как раз вот этот магический декоратор wraps дает нам такую возможность.
Вот, и, соответственно, теперь, если некий код будет анализировать продекорированную функцию через интроспекцию, то увидит то, что и ожидалось. И это хорошо. Ну, а про интроспекцию, если немножко еще сейчас было непонятно, я думаю, что, в принципе, понятно, что вот help на hello, выводящий какую-то ерунду, это плохо, да, очевидно. А теперь стало хорошо. Я думаю, что понятно, что результат положительный. Ну, а более подробно про интроспекцию мы поговорим в отдельной лекции. Действительно, да, ошибки случаются. Как говорилось в одном известном фильме, shit happens. Если что, я имею в виду фильм «Форест Гамп». Так вот, shit happens, и действительно happens, и случается как в результате того, что мы вносим баги, то есть ошибки в программное обеспечение, грубо говоря, случайно, по недосмотру, поскольку присутствует даже человеческий фактор, уже не говоря о, например, недостатках компетенций. Недостаток компетенций – это не в смысле кого-то уесть, а в смысле нам действительно иногда не хватает компетенций, какими бы ни были крутыми программисты. Программисты не знают всего. Это первое. И второе – это когда ошибки возникают в результате недопонимания между заказчиком и разработчиком. То есть заказчик хочет одно, а разработчик делает другое. Такое происходит по разным причинам. И про это тоже можно снять видеокурс отдельный. Я бы даже сказал 10 видеокурсов. Возникают также ошибки, например, из-за неправильного использования объектов, которые были разработаны одним разработчиком. И другой разработчик берет этот объект, начинает его использовать и использует его как-то некорректно. Такое тоже бывает. И в динамических языках, в динамически типизированных, это сделать проще, некорректно использовать чужой объект, чем в статически типизированных языках, на мой взгляд. Поэтому в Python это более чем вероятно. И еще один вид ошибок – это ошибки, которых в принципе невозможно избежать, и которые являются ошибками условно. То есть, например, по ходу программы, исполнения программы нам надо подключиться к базе данных, например. Или отправить данные через сокет, да, отправить по сети. Но что, если база данных недоступна и сервер упал? Или что, если сеть недоступна? Роутер отключили. Да 1000 причин. Не можем записать в файл что-то, потому что диск накрылся. Миллионы причин могут быть того, что какие-то сервисы, какие-то службы недоступны, и мы с этим ничего не можем сделать, это жизнь. И вот такие ошибки, когда из вызова функции, записи через сеть возвращается ошибка, мы это должны как-то уметь обрабатывать. Или когда мы вызываем connect, метод подключения к базе данных, оттуда вываливается ошибка, что это сделать невозможно, нам тоже надо как-то обработать эту ошибку. Если мы ее не обработаем, то программа, то, что называется, упадет. Короче говоря, нам нужно уметь как-то реагировать на возникающие ошибки и их обрабатывать. Как правило, программа не должна завершать свое исполнение после того, как встретила какую-то ошибку, особенно которая от нее не зависит. Правда, не всегда. Бывает, что мы ничего не можем сделать, кроме того, как завершить программу. Вообще говоря, эта тема очень сложная. Я делал доклад на эту тему, правда, касаемо C-Sharp. Достаточно философский доклад про обработку ошибок и исключений. И дело в том, что эта тема, она очень непростая. И если копать глубоко, то мы залезем в дебри. А этот курс, он все-таки рассчитан на программистов начального уровня. Поэтому давайте в общем и целом посмотрим, как выглядит обработка ошибок и исключений в языке Python. Как я уже сказал, в принципе, ошибки в Python представлены так называемыми исключениями, то есть типами, которые представляют собой ошибку. И их достаточно много. Про это мы тоже поговорим. Представьте себе, есть у нас функция, которая называется divide, то есть поделить. И в ней мы делим а на b. b – делитель а делимое. И в этой функции, собственно, мы делаем return а делить на b. Логично? Логично. Объявили функцию, и можем ее даже как-нибудь заиспользовать. Например, 4 поделить на 2. Отлично. 2. Окей. А что будет, если мы попробуем 4 поделить на 0? Я думаю, вы в курсе из курса математики, что на 0 делить нельзя. И Python также не разрешает делить на 0. Поэтому если мы исполним этот кусочек кода,
то мы получим ошибку в виде исключения, который представлен типом Zero Division Error. То есть все исключения, они в конце имеют суффикс error, в то время как, например, в таких языках, как Java и C# вместо error в конце пишут exception, что, собственно, напрямую переводится как исключение. Так что же нам делать? Как нам обезопасить функцию divide от передачи в нее нуля? Ну, на самом деле, можно делать это разными способами. Мы же в данном случае хотим посмотреть на то, как можно обработать такое исключение, когда ошибка уже возникла. Что же делать? Так вот, для того, чтобы обработать ошибку, мы можем использовать специальный синтаксис try except. Try — это блок, в котором мы пытаемся исполнить некий код и ожидаем, что там может произойти ошибка. Если вы ожидаете, что в неком блоке кода может произойти ошибка, мы его оборачиваем, собственно, в блок try. И если мы предполагаем, что там может возникнуть ошибка определенного типа, мы можем ее перехватить с помощью конструкции except. И после слова except мы пишем тип ошибки, который мы предполагаем, что он тут может возникнуть. Например, zero division error. Я воспользовался табом, то есть zero div набрал там, да, tab нажал, и мне в данном случае редактор подсказал. Это просто автокомплит был. Дополнил до конца, потому что он знает, что есть такой встроенный тип исключения, который называется Zero Division Error. Также я могу здесь дописать эту конструкцию вот таким вот образом. S и X. Это значит, что внутри этого блока мы сможем обратиться к экземпляру этой ошибки через переменную EX. Дальше ставлю двоеточие, то есть это блок кода. И здесь я могу вывести некоторые данные об этой ошибке. Например, могу залогировать. То есть зачастую наши программы, они пишут так называемый лог, текстовый файлик, условно, который говорит о том, что происходило в программе, чтобы можно было потом этот файлик просмотреть. Это такая история некая того, что происходило в программе. Так вот, мы, в данном случае не будем писать файл, мы просто вызовем функцию print и запишем что-то типа an error occurred. Случилась ошибка, и передадим ее данные вот так вот. То есть передадим саму ошибку и должны в результате увидеть строковую репрезентацию этой ошибки. Отлично. Давайте исполним этот кусочек кода. И что теперь будет, если мы поделим 4 на 0? Мы увидели свою именно строчечку. An error occurred division by zero. Это значит, что ошибка была перехвачена. В качестве эксперимента давайте немножко модифицируем наш метод divide и посмотрим, как работает скрипт в той или иной ситуации. Я здесь пока закомментирую то, что мы написали, try except, и разделю вот этот код на несколько операций. Создам переменную result, в нее будет записываться результат a делить на b. После этого будет вызываться функция print, скажем, которая будет выводить result calculated, а в конце просто будет происходить возврат результата. И теперь, если мы исполним этот код, в данном случае видим, что result calculated был выведен, а вот если мы делим 4 на 0, то видим чисто ошибку. И result calculated выведено не было. Почему так происходит? Потому что, когда происходит ошибка, происходит она здесь, поскольку здесь происходит деление на 0. И поскольку интерпретатор видит, что обработки этой ошибки нигде нет, то интерпретатор прекращает исполнение программы. То есть любая необработанная ошибка, грубо говоря, убивает вашу программу. После этого исполнение ее прекратится. Так, ну хорошо, я пока верну код обратно. Здесь у нас try и return. Это удалю. Это раскомментирую. Так. А что же будет, если я вызову метод divide, передав, например, даже можем сделать так. Давайте спросим у пользователя, какой же будет здесь делитель.
через вызов функции input. Я умнее того, кто писал обработку ошибок, так что сейчас я ему насолю. И вызову функцию divide, передавая ей четверку и результат ввода. А если я здесь ввожу строчку и ни к чему ее не конвертирую, то наш блок except zero division error ничем не помогает, потому что на этот раз у нас возникла ошибка типа type error. Потому что, собственно, был передан несовместимый тип. Нельзя поделить число на строку. Что же с этим делать? Ну, на самом деле, количество различных ошибок настолько велико, что все их предусмотреть невозможно. И вот, в общем и целом, стратегия обработки исключений, она такая, что после блока try мы пишем все возможные эксепты, то есть эксептов может быть больше, чем один, except zero division error, except затем другого типа, какого угодно, еще какой-то тип, потом еще один except. Короче говоря, столько эксептов, сколько вы ожидаете действительно ошибок. И вы прописываете в блоках except те ошибки, которые вы действительно можете обработать. А вот все остальные попадают в блок except без типа ошибки. Просто except и двоеточие. Вот все ошибки, какие, ну, грубо говоря, ошибка, которая не была обработана ни в одном из блоков except с указанием типа ошибки, попадет сюда, в этот блок. Обработана будет здесь. И если вы не знаете, что за ошибка произошла, то на самом деле в большинстве случаев в этом блоке просто логируют некоторую информацию. Ну, например, пишут: неизвестная ошибка произошла в такое-то время. Ну, я не буду сейчас писать, что в такое-то время. Для этого надо использовать другой тип, который мы еще не изучали. И теперь, если мы заново все это дело исполним, то вы можете видеть, что эта ошибка попадает в этот блок. То есть except, он ловит все, что не поймали другие блоки except с указанием типа. То есть это так называемый general except блок. А на самом деле обработка ошибок, она состоит не только из try except блоков, но и из блоков finally. И, кстати говоря, их можно варьировать. Например, могут быть использованы лишь блоки try finally, а except не использован. А могут быть использованы все и try, except и finally и так далее. А finally — это блок, который вызывается в любом случае после блока try. Вне зависимости, что там произошло. Была ошибка, не было ошибки. Была ли обработка в блоке except, не было ли ее. Finally все равно будет вызван, в конце концов будет вызван. И finally очень полезен, например, для закрытия хендлов, которые открываются при открытии файлов. Хендлы — это такие специальные объекты уровня операционной системы, которые являются проводниками, в общем, в данном случае в мир взаимодействия с файлами. Давайте попробуем открыть. Попробуем это сделать в блоке try, естественно. Файл, open. И попробуем открыть какой-нибудь несуществующий файл на диске C, в папке tmp, абракадабра, txt. Затем попробуем прочитать данные из этого файла с помощью метода read. И вот здесь для того, чтобы в любом случае закрыть handle, который, по сути дела, представлен переменной файл, после чтения, мы можем записать блок finally и в нем закрыть метод. Предварительно, кстати говоря, создадим здесь переменную файл, запишем в нее none. Ну и плюс, если здесь все-таки не удалось открыть файл, то, возможно, файл останется типом none, и тогда вызов метода close на типе none вызовет тоже ошибку. И поэтому здесь надо сделать хитро. If файл, то, собственно, закрыть. То есть, если if файл, это значит, что файл не none, то есть был открыт. Если он был открыт, то в конце концов мы его должны закрыть после чтения. Блок finally гарантирует, что метод close будет вызван в случае, если файл был открыт.
А если не был открыт, то в этот блок мы все равно попадем, и сначала будет проведена эта проверка. И опять же, если файл по какой-то причине был открыт, но при этом, например, чтение провалилось, например, вот в этой строке произошла ошибка, то close опять же будет вызван. Давайте также здесь напишем что-нибудь типа finally. Если мы исполним этот кусочек кода, то мы видим ошибку file not found error, а вот finally не видим. Почему не видим? Потому что файл у нас остался none. А вот если мы здесь выведем, то строчечку, кстати говоря, мы должны увидеть. Давайте еще раз попробуем. И действительно мы видим finally. То есть вне зависимости от того, происходит здесь ошибка или нет, в блок finally мы все равно попадаем. Как я уже сказал, try finally можно комбинировать с блоком except. Например, можем здесь попробовать перехватить ошибку file not found error. Ну и что-нибудь вывести здесь наподобие error has occurred, description. У file not found error есть error атрибут, который выведет некий description. Также есть блок else, на самом деле, который вставляется между except и finally. И этот самый блок, он исполняется вне зависимости от того, что произошло. То есть, если блок try отработал нормально и не было ошибки, то мы все равно попадем в else. Если был exception, то все равно сюда попадем. Но, так сказать, else и finally, они логически друг от друга отделены. В блоке finally мы должны заниматься очисткой низкоуровневых ресурсов. И вот файл close именно этим и занимается. А в блоке else мы можем, ну, что-нибудь написать или вызвать какую-то логику. То есть сюда в любом случае исполнение кода зайдет. Была ошибка или нет. Ну, давайте здесь еще что-нибудь выведем, чтобы понять, что скрипт продолжает работать. Doing some work here. Так, что мы имеем? Error has occurred, description no such file or directory. Попадаем в finally. Скорее всего, сюда мы не попадаем. Ну да, не скорее всего, а точно, если мы здесь залогируем, мы уже это делали, эту строчку мы не увидим, если мы залогируем что-то до файла close и после вот этого кондишена. А в конце выводим doing some work here, что означает, что скрипт не перестал работать. То есть ошибка была обработана. А что произойдет, если мы закомментируем вот эти строчки кода? Мы видим, что распечатано только finally. То есть, поскольку ошибка обработана не была, код перестанет исполняться. Будет исполнен блок finally, поскольку интерпретатор гарантирует это. Вот для этого нам и нужен блок finally, между прочим. Но, несмотря на это, ошибка обработана не была. Мы здесь просто провели какую-то очистку, а не обработку ошибки. И сюда уже скрипт не попадет. То есть, интерпретатор не исполнит эту часть скрипта. Надеюсь, это понятно. Вот вам пример того, как мы можем в цикле бесконечно запрашивать у пользователя ввод до тех пор, пока этот нехороший человек не введет с гарантией целочисленное число, чтобы передать его в дальнейшем, например, в какую-то функцию и знать точно, что это число, а не что-то там. Ну, давайте определим такую функцию def, я ее назову getInt, и это у нас будет бесконечный цикл, из которого мы выйдем просто по условию. Соответственно, в нем мы делаем try и запрашиваем некий ввод и конвертируем его сразу, пытаемся в integer, в целочисленное число. Input, то есть вызываем функцию input и говорим там enter a number. А так вот, пользователь может ввести не число, а какую-нибудь абракадабру, и с этим что-то надо делать, правильно? Для этого мы можем прописать обработчик except, здесь сказать, то есть, если
пользователь введет какую-нибудь абракадабру, то функция int, преобразование к инту, ну, конструктор инта, он выбросит какое-нибудь исключение, если туда будет передано не число. И мы его, соответственно, попадем сюда, и как надо это дело обработать. Как обработать? Да, собственно, просто написать not a number. Ну, раз это не сконвертировалось, это точно не число. И сказать try again. Попробуйте еще раз. А дальше, например, просто continue. То есть, если мы сюда попали в accept, то просто продолжаем этот цикл. То есть, если мы сюда попали, мы вызываем continue, попадаем снова в начало цикла и снова запрашиваем ввод. И так будет до тех пор, пока не будет введено нормальное число. А здесь мы можем сделать break. То есть, если мы до сюда дошли, значит, в reply было записано какое-то число. Ну, а точнее, я бы даже сказал не break, а, наверное, return reply, потому что getInt, наверное, логично было бы, чтобы эта функция, она возвращала все-таки некое значение, которое можно было бы записать в переменную. Ну, например, number равно getInt. Теперь можем воспользоваться своей функцией. Enter a number, bla, not a number, try again, bla. И так до бесконечности, пока пользователь не введет что-то, конвертируемое к инту. Собственно, мы ввели десятку, и теперь, если мы выведем number, то получим 10. Надо было здесь сразу написать print number. Ну, в общем, вот мы выводим number, получаем десятку. Вот таким образом можно использовать блоки try, except и finally для того, чтобы обрабатывать ошибки. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что вы можете более подробно прочитать о различных ошибках в документации по Python в разделе Errors and Exceptions. Здесь вы найдете различные типы и примеры их обработки. Ну, здесь более глубокая информация, которая требует более длительной вычетки. Также можно определять свои собственные типы исключений. Ну вот, собственно, как я и говорил, очистка — это cleanup actions, которые прописываются в finally. Короче говоря, за подробностями вы можете обратиться в документацию Python. Ну или просто загуглить, как всегда. Это достаточно часто помогает. Как бы банально это ни звучало. Однако иногда нам требуется возбуждать эти исключения самим. Ну, в каких, например, случаях? Ну, обычно, когда нам требуется защитить код, который мы пишем, от некорректного использования. Ну, давайте приведем простой пример. Я импортирую модуль math и объявлю функцию вычисления площади треугольника по формуле Герона. На самом деле мы уже такой код писали. Функция, которая принимает три стороны: AB, AC и BC. Ну, здесь мы вычисляем периметр по формуле AB плюс AC плюс BC. Все это в скобочках, делить на 2. И площадь, соответственно, по формуле Герона, квадратный корень из произведения периметра на разницу периметра между сторонами. Вот таким вот образом, как мы уже делали. Ну и в конце просто возвращаем результат S. Отлично. И теперь можем воспользоваться нашей функцией и вычислить площадь, вызвав calc square, и передадим туда, например, 10, 10 и 10. Да, и забыл еще сделать print square. И видим какой-то результат. Вроде как валидный, все нормально, все работает. Но что нам мешает передать в calc square какую-нибудь дичь, какой-нибудь невалидный аргумент? Например, отрицательную длину первой стороны square, calc square, и скажем минус 2, 8, 8, например.
и выведем результат. Смотрите-ка, и мы получаем какой-то вроде бы валидный результат. Но мы же, очевидно, calc square вызвали с невалидным аргументом. -2 это отрицательная длина. Не может быть длина у треугольника отрицательной. Это, в общем-то, говорит о том, что в нашей программе есть баг. И он в каком-то смысле скрытый. Потому что... Да даже не в каком-то, а реально скрытый, потому что чисто визуально все нормально. Мы так с полпинка не можем отличить, работает ли наша программа корректно или нет. Но вообще, ну и особенно если это какая-то крупная программа и передаются аргументы не вот так вот в явном виде литералами, а приходят из каких-нибудь других функций, например. То есть calc square не защищена от некорректного ввода. Для этого нам нужно защитить нашу функцию, а защитить мы ее можем, сказав клиентскому коду о том, что он не прав и что-то делает не так. А делается это с помощью возбуждения исключений. И в данном случае мы должны проверить на длину все три стороны с помощью условия if AB меньше равно 0, или AC меньше равно 0, или BC меньше равно 0. Если одно из этих условий true, то мы вот такой вот синтаксис можем использовать. Ключевое слово raise, что означает, в принципе, возбудить, как бы, да, поднять исключение. Дальше мы прописываем тип исключения. В данном случае это value error. Все исключения заканчиваются на суффикс error. И в скобках передать описание исключения. И best practice нам говорит о том, что description должен быть наиболее описательным. Он должен сразу клиентскому коду говорить о том, что он сделал не так, чтобы клиентский код сразу понял и исправил проблему. Ну, в данном случае напишем что-нибудь типа one of the sides is less or equal to 0. Ну, вообще говоря, в идеале можно было бы также и указать именно вот ту длину, тот аргумент, который был некорректен. То есть в данном случае это еще не идеальное описание. Лучше было бы также указать, что в данном случае, например, что там AB отрицательное оказалось, чтобы клиентский код сразу понял именно даже какой аргумент оказался невалидным. Ну, окей, для нашего случая пойдет. Ну и теперь, если провернуть то же самое и вызвать calc square, передав отрицательную длину стороны -2, 8, 8, print square и исполнить, мы увидим value error, который теперь выбрасывается нашей функцией, и description говорит one of the sides is less or equal to 0. Работает, как мы и ожидали. Наша функция теперь защищена. Она защищает сама себя, что называется, от дурака, от некорректного ввода. В данном случае мы используем стандартный тип исключения, встроенный в стандартную библиотеку Python, который называется value error. И действительно, стандартная библиотека Python, она определяет довольно большое количество исключений различных, подходящих под разные случаи. Однако и их не хватает для того, чтобы категоризировать ошибки по всем вот различным случаям, да, то есть их не хватает. Поэтому, работая с различными библиотеками, в том числе open-source, да, вы будете сталкиваться со всякими кастомными, своими исключениями, которые определяются в этих библиотеках. Потому что стандартных исключений все-таки не хватает. Мы типы именно используем, по сути, для категоризации. Ну, хотя в том числе и для просто вот сразу описания также. Смысла этого ошибки тип также используется. И на самом деле ничто нам не запрещает в данном случае, например, бросать не value error, а какой-то свой кастомный тип. Например, если бы это в данном случае я бы остановился на value error и не стал бы заморачиваться. Однако, если представить, что мы пишем библиотеку, которая содержит множество функций для работы с треугольниками, каким-то образом их обрабатывает, кучу формул имплементирует, то, возможно, мы бы захотели свой кастомный тип исключения сделать. И ничто нам не мешает. Давайте посмотрим на то, как действительно это можно сделать. Для этого нам нужно воспользоваться конструкцией, которую мы еще не использовали. Использовать ключевое слово class, потому что кастомные исключения — это именно классы.
Мы еще в следующей секции поговорим о классах. В общем, объявляются классы вот таким образом. Ключевое слово class, потом следует имя класса. В данном случае это invalid triangle error. И в скобочках указывается тип базовый exception, от которого наследуются абсолютно все исключения. Ну и внутри мы можем просто прописать на самом деле docstring. Можем ничего особенного тут не делать. Описание будет такое: raised when the triangle, пусть будет a triangle, has invalid sides. Сейчас особого внимания не обращайте на этот синтаксис. Мы в следующей секции будем подробно разбираться с тем, что такое классы и так далее. Можете пока просто запомнить, что именно вот таким вот образом мы создаем кастомные типы исключений. И даже мы не обязательно тут пользуемся какими-то атрибутами и функциями внутри этих классов, представляющих исключения, потому что основной функционал наследуется от базового класса exception. И на самом деле теперь мы можем просто-напросто использовать наши исключения, наш кастомный тип, и бросаться уже именно нашим типом invalid triangle error. Именно это исключение возбуждать. Я просто скопирую эту функцию. У нас здесь все будет без изменений. Но теперь вместо value error мы будем пробрасывать invalid triangle error. Соответственно, теперь мы можем повторить этот трюк и попробовать вызвать нашу функцию с отрицательной стороной. Но теперь мы получаем в ответ не value error, а наш кастомный тип invalid triangle error, который говорит все то же самое на самом деле. One of the sides is less or equal to zero. И да, кастомные исключения обрабатываются точно так же, как и те, которые встроены в стандартную библиотеку. Для этого мы используем try и except. Ну, естественно, в finally там все дела, абсолютно все то же самое, как со стандартными типами исключений, встроенными в стандартную библиотеку Python. Except invalid triangle error, sex. Просто можем здесь сделать print ex. И в else, соответственно, если все было нормально, просто вывести площадь. One of the sides is less or equal, да, вот здесь мы отрицательную сторону передаем. Invalid triangle мы заэксептили, то есть все работает, как и ожидалось. И, соответственно, выводим описание экземпляра исключения, который мы отловили. А если мы передаем все нормально, то получаем какой-то валидный результат. Ну, на самом деле, triangle можно защищать и дальше, потому что, насколько я помню, можно создать невалидный треугольник, на самом деле, и с помощью положительных чисел. Там нужны еще кое-какие проверки, мы просто не будем вдаваться в защиту треугольников, потому что это не имеет никакого образовательного смысла в данном случае. Да, кстати, здесь print вот этот лишний, он у нас есть в else. Вот это уже больше похоже на правду. Вот таким вот образом мы можем acceptить, raisить и acceptить, соответственно, кастомные типы исключений. Ну и запомните, что, как правило, именно мы выбрасываем исключения для того, чтобы защитить состояние либо объекта, как вот в будущем вы узнаете, когда мы начнем работать с классами, либо защитить функцию от передачи невалидных аргументов. Для того, чтобы создать кастомный тип, нам нужно воспользоваться классом, конструкцией класса и унаследовать наш тип от типа exception, а для того, чтобы возбудить исключение свое или стандартное из библиотеки классов, мы используем ключевое слово raise. Ну а о создании экземпляров типов мы будем более подробно говорить в следующей секции, поэтому пока прям больно сильно не расстраивайтесь, если здесь какой-то синтаксис еще пока не понятен. В принципе, к этой лекции можете вернуться чуть позже, после того, как ознакомитесь уже с классами. Просто не хотелось оставлять эту тему из-за двух небольших синтаксических конструкций, перекидывать уже куда-то в другие модули. Смысл ее заключается в том, что у нас есть так называемый production code, то есть код, который решает какие-то задачи. И к этому коду мы пишем автоматизированные тесты, которые исполняются, и эти тесты вызывают наш production код и проверяют, какие результаты он выдает.
Если он выдает правильные результаты, значит наш код работает правильно. Если выдает неправильные, значит неправильно. Преимущество этого подхода состоит в том, что мы можем обнаруживать ошибки до того, как они всплывут при эксплуатации. Давайте набросаем простой примерчик. Предположим, что у нас есть функция. Так, я установлю Python в качестве языка для этого файлика. Предположим, что у нас есть функция getReply, которая реализует небезызвестный FizzBuzz. Ну, на всякий случай, что такое FizzBuzz? FizzBuzz — это известная программа, в общем, такая типа Hello World, которая задается на собеседованиях зачастую. Смысл ее в том, что на вход функции подаются числа. В случае, если число делится на 5 без остатка, то выводится buzz. Если делится без остатка на 3, то fizz. А если делится без остатка и на 5, и на 3, то fizzbuzz. А в остальных случаях просто возвращается пустая строка. Давайте быстренько ее реализуем. Это функция элементарная. Сначала мы покрываем кейс, когда число делится нацело на 5 и на 3. Равно 0 and number процент 3. Так, тут больно уж размашисто мы написали. Равно 0. В таком случае мы возвращаем FizzBuzz. В случае, если число делится без остатка только на 3, то мы возвращаем fizz. А если число делится без остатка на 5, то мы возвращаем buzz. В противном случае мы возвращаем пустую строчку. Как-то так. Окей. Я сохраню этот файлик. Сохраню его в Jupyter Root. Папка Unit Testing. И назову этот файлик FizzBuzz. Отлично. Вот у нас есть программа. И мы хотим протестировать, действительно ли все здесь правильно. Для этого можем написать юнит-тест. Я создам новый файлик. Укажу, что исходный код у нас написан на Python. И для того, чтобы написать юнит-тесты, нам нужно импортировать библиотеку, которая называется юнит-тест. Я также импортирую саму нашу библиотечку, которую мы будем тестировать, FizzBuzz. И для того, чтобы написать юнит-тесты, нужно создать класс. Я его назову FizzBuzz Tests. И он должен наследовать от типа UnitTest, точнее от типа TestCase, который лежит в модуле UnitTest. Затем определю тестировочные случаи, методы, которые будут исполняться тест-раннером, то есть исполнителем тестов. И в этих методах я должен проверить поведение нашей программы. Как я это делаю? Я объявляю функцию, да, и внутри нее тестирую нашу программу. Объявляю число, оно равно 6. Результат равен FizzBuzz getReply. Передаем число. А затем с помощью вызова assert_equal, это специальный метод, который проверяет, действительно ли результат, полученный от вызова тестируемой функции, совпадает с тем, что мы ожидаем. Вот вторым аргументом мы передаем то, что мы ожидаем. Передавая шестерку в качестве аргумента, мы ожидаем, что из функции getReply вернется fizz, поэтому мы и прописываем assert_equal. Здесь актуальный результат, а здесь то, что мы ожидаем. Если вернется не fizz, а что-то другое, то эта функция, этот тест будет провален. И мы это увидим. Другой случай, который я хочу протестировать, будет тестировать случай,
когда тестируемая функция должна вернуть buzz. Здесь я инициализирую десяткой число. Результат получается у нас в результате вызова getReply. Все то же самое. И все тот же assert equal. Здесь тестирование прямолинейное, простое. И мы ожидаем buzz в качестве результата. Ну и последний напишу тест, который тестирует случай fizzbuzz. Здесь я задам число равное 15. Result равен, ну здесь все то же самое, fizzbuzz, getReply. GetReply, передаем число. Ну и дальше self assert equal result и ожидаемый результат fizzbuzz. Как-то так. И поскольку мы будем исполнять этот скрипт напрямую, нам нужно прописать, нам нужно запустить unit test main. И, соответственно, мы проверим, каким образом этот скрипт был запущен. Если он был запущен напрямую, равно main, то нам нужно запустить функцию main. А уже она будет по порядку, эта функция внутри, это по сути тест-раннер, исполнитель тестов, он будет прогонять эти функции уже. Отлично. Я сохраню этот файл рядом. Так, назову его fizzbuzz tests. Отлично. Теперь мы можем пройти в консоль. Так, я зашел в Jupyter Root, и теперь я зайду в папочку Unit Testing и выполню наш скрипт тестировочный напрямую. fizzbuzz tests. Отлично. Ran 3 tests, то есть было исполнено 3 теста за 0 секунд. Ну, действительно, такие простые тесты отрабатывают очень быстро. И написано ОК, то есть все тесты прошли. А вот если мы поломаем реализацию, например, здесь что-то неожиданное вернем, кто-то залез в код и чего-то там направил, что-то там исправил. Я сохранил файлик. И теперь, если мы исполним еще раз тест, то тестировочный файл, мы увидим, что один из тестов провалился. А именно случай, когда мы тестируем на возврат buzz. Потому что вместо buzz мы теперь возвращаем buzz dfgh. Произошла ошибка утверждения. Buzz dfgh не равен buzz. То есть мы ожидали buzz, а вернулось что-то не то. Это говорит о том, что нам нужно вернуться в код и исправить, собственно, production код. Бывает так, что тест написан некорректно, но в таком случае надо переписать тест. Если тест написан корректно, то его провал свидетельствует о том, что в коде что-то не так. В данном случае здесь не так вот это. Мы это исправляем, сохраняем, еще раз запускаем и убеждаемся, что все теперь нормально. Это базовые сведения о юнит-тестировании, но и курс у нас тоже базовый. Проблеме юнит-тестирования в любом из языков программирования можно на самом деле посвятить отдельный курс. Это очень большая тема. Эта лекция просто вводная информация о том, что это такое и с чем это едят.